Вот и закончились наши 4 недели в Беларуси. Мы возвращаемся домой, в Мексику, в наш автобус. Сейчас на автовокзале, садимся в автобус, едем в Вильнюс. По тому же маршруту, как и сюда приехали, также едем обратно. У нас еще целая неделя в Германии. В этом выпуске мы поделимся нашим маршрутом возвращения из Белоруссии в Мексику через Германию и расскажем о том, как справились со всеми возникшими трудностями. Беларусь провожала нас прощальными слезами и ледяным дыханием. Дорога в автобусе выдалась нелегкой. К плачу малышей мы были готовы, но оглушительные крики взрослого ребенка на 2 языках стали для всего автобуса настоящим испытанием. Сегодня мы решили провести вечер в Вильнюсе. У нас самолет завтра в 9 утра, поэтому сегодня гуляем, пробуем, смотрим. Любуемся. Хорошо, что дождик закончился. Немножко холодно стало, но мы так утепленные. В очередной раз мы остановились в отеле с панорамным видом на живописный старый город. Вечерний Вильнюс неизменно радует нас своими красотами. После прогулки по брусчатым улочкам, в том числе по той самой, где когда-то снимали веселую музыкальную сцену из Буратино, мы заглянули на ужин в уютное местное кафе. В интерьере царят березовые мотивы, а в меню традиционные литовские угощения, цепелины со шкварками. Но так как в Беларуси в магазинах не было картошки, мы решили поесть драники хотя бы в Литве. Для уюта не хватало только на столиках кружевных салфеток в ромбик и мерцания керосиновых ламп. Итак, друзья, мы улетаем из Вильнюса. Классная погода. В Вильнюсе построили новый терминал. Теперь мы летим оттуда. А летим мы в Нюрнберг. Вперед! У нас 2 часа до поезда, мы сейчас в Нюрнберге и пойдем гулять по старому городу. Да, здесь вход в старый город. Арка и такая большая длинная городская стена. Вперед! Вперед. Что мы узнали о Нюрнберге? Город славится крупнейшей в Европе рождественской ярмаркой, многовековыми традициями и символичными прозвищами. Город игрушек из-за исторического производства кукол и оловянных солдатиков. Город колбас. Нюрнбергские колбаски, отличающиеся миниатюрным размером и пряным вкусом. И город пряников, ароматные пряники лепкухен с миндалем и специями. Однако главная историческая веха связана с Нюрнбергским процессом, первым международным судом над нацистскими преступниками. Все бросают сюда денежку. Вот и Оля сейчас хочет бросить и загадать желание. Да. Белорусские? Мексиканский доллар. Да. А в этих городах мы побывали перед отправкой нашего автобуса в Южную Америку. А это Любек. Находится на севере Германии, расположенный на острове, окруженном водами реки Траве. В средние века он был сердцем могущественного торгового союза, объединявшего до 200 городов Европы. Его старый город, включенный в список ЮНЕСКО, настоящий музей, эталон германской готики. А еще это мировая столица марципана. По легенде, его изобрели в 1407 году, во времена осады, заменив муку миндалем. Прогуливаясь узкими улочками с кирпичными фасадами, мы ощутили дух средневековья и отправились на поиски марципана. Мы зашли в марципановое кафе. Вот тортики из марципана, всякие нарезки. Итак, мы взяли 2 торта. Один с маком и амаретто, а второй классик марципан с лесным орехом. Ну что можно сказать, мы сняли пробу. Очень нежный, такой утонченный вкус, не приторно-сладкий, и марципановый тоже. Но мне, честно говоря, понравился даже маковый
немного больше. Да, такой вот двойной вкус. Я не знаю, чем он покрыт сверху. Что это за глазурь? Алыча. Алыча. Ну так, прекрасно. Алыча очень хорошо подходит. А здесь прям слой марципана сверху. Мы поднялись на самую высокую крышу собора. И отсюда открылся великолепный вид на весь город. Со всеми башнями. Мы проезжали мимо Бремена и решили заехать. Красивый городок. Сейчас пойдем по центру, посмотрим все достопримечательности основные. Бремен – один из самых старых городов Германии. Ему уже больше 1200 лет. Он находится в самой маленькой федеральной земле, которая состоит из 2 городов. Славится невероятно красивой рыночной площадью, а также скульптурой бременских музыкантов, которые прославили его на весь мир. Эти персонажи не просто часть сказки братьев Гримм, а настоящие символы города. Прогулявшись по уютным улочкам Бремена, мы прониклись его старинной атмосферой. У нас тут аттракцион. Люди бросают денежку в колодец и кричит петух из колодца. И осел. Сколько бросишь, за столько орать. Кошками учат. Вот такие тут развлечения. А где сами бременские музыканты? Где-то здесь рядом должны находиться. Сейчас мы их найдем. Оля нашла бременских музыкантов. Сейчас мы вам их покажем. Вон они стоят. Вот они. Вот осел. Надо подержаться 2 руками за передние лапы. Как вам эта конструкция? Проходя мимо конфетной лавки Бремен Бонбон, мы увидели, как производят эти яркие леденцы, и попробовали их. Здесь еще одна особенная улочка в Бремене. Все домики сделаны из красного кирпича. Сейчас у них располагаются разные сувенирные лавки, кафешки. Здесь мы ждем колокольчиков. Вот наверху есть колокольчики. Они раз в час играют. Народ сидит, ждет. Ну, подождем мы. Мы же не торопимся. Итак, колокольчики включились. А еще мы проезжали мимо сказочного замка Эльц и решили его посмотреть. Как будто со страниц средневековой книги: 8 башен, остроконечные крыши, а вокруг речка и скалы. Экскурсовод рассказал, что замку 900 лет, и он ни разу не был разрушен. Внутри вообще волшебство. Рыцарские доспехи, золотые кубки, но снимать запретили, говорят, чтобы сохранить атмосферу. Самое крутое, здесь до сих пор живут потомки тех, кто построил замок. Семья Эльц владеет им уже 34 поколения. С 1157 года. Даже граф Иоганн Якоб, нынешний хозяин, иногда приезжает, правда живет во Франкфурте, а в замке работает с ноутбуком и пьет кофе, как обычный человек. А еще замок был на купюре в 500 марок, и все благодаря договорам мира, которые семья заключала веками, чтобы сохранить свое гнездо. Когда уходили, долго оглядывались. Такое нереальное. И главное, не музейная бутафория, а живая история, которая хранят вот уже 34 поколения одной семьи. Находясь в Баден-Бадене, мы подумали, а ведь Страсбург всего в 40 минутах езды. Идея завладела нами, и вот мы уже мчимся по автобану в сторону Франции. Первое, что поразило нас – архитектура.
Фахверковые домики с цветочными ящиками на окнах, резные балконы, готические шпили собора, узкие мощеные улочки, каналы с арочными мостами, будто попал в сказку братьев Гримм, но с французским акцентом. Здесь чувствуется дух Эльзаса, региона, веками переходившего от Германии к Франции обратно. Даже названия улиц звучат на 2 языках. Но главным сюрпризом стали кондитерские. Мы поняли, что уехать без десерта будет преступлением. Витрины сияли, как алтари. Иногда лучшее путешествие – те, что не планируются. Всего час отделяет Баден-Баден от Страсбурга. Но эти города как 2 разных сновидения. И мы рады, что не удержались. Перед отъездом в Мексику мы решили еще раз заглянуть в Баден-Баден. У этого города существовала уникальная связь с русской культурой. В XIX веке город был летней столицей для русской аристократии. Здесь бывали Толстой, Тургенев, Гоголь и Достоевский, который проиграл в местном казино крупную сумму, что вдохновило его на роман «Игрок». В городе сохранилась православная церковь. Сегодня Баден-Баден считается самым русскоговорящим городом в Германии, а русскую речь мы часто слышали на улицах. Знаменитое казино Баден-Бадена, которое стало символом эпохи роскоши в XIX веке. Здесь играли европейская элита и русские дворяне. В этот визит в Баден-Баден мы сходили в термальной бане и побывали в любимом кафе «Кёник», что стало хорошим завершением европейского путешествия перед Мексикой. Итак, друзья, мы собрались на футбол. Сын меня уговорил одеть Карлсруэ. Да. Футболку местной команды. Идем болеть, короче. Вперед. Мы провели несколько дней в Карлсруэ перед вылетом в Мексику. Город имеет необычную планировку, где улицы веером отходят от центрального дворца. Прогулявшись по паркам этого города, мы поехали по магазинам. Цены за последние 1,5 года поднялись, но все равно они ниже, чем в Южной и Северной Америке. Также приятно удивило разнообразие товаров. Но из-за того, что у нас уже был перевес багажа в несколько килограмм, мы не смогли взять с собой в Мексику ничего из продуктов. А очень хотелось. Эти дни в Карлсруэ стали хорошей подготовкой к нашему предстоящему возвращению. Решили попробовать так называемый дубайский шоколад. Вот этот батончик стоит 4 евро. 40 грамм. Ну, куда деваться, будем пробовать. Зато вот это стоит всего лишь 3 евро. Ну так это тоже марципан. Вкусно? А сейчас мы пробуем Моцарт. Знаете, какой красивый, черный, прямо шоколад, так шоколад. Настоящий. Итак, друзья, мы накупили много разных вещей для машины, запчасти, для съемки, для постели, для кухни. Чего только нет. Даже чай вот специально такой вот я заказал. Пытаемся все это впихнуть невпихуемое в этот чемоданчик. И это только часть, это не все. Здесь вот белье, посуда. Еще в коробках много вещей. Не знаю, как мы все это увезем. Посмотрим, получится ли. Итак, друзья, мы покидаем Франкфурт и улетаем в нашу Мексику. Все, чек-ин закончился, мы последние на посадку. Вперед! Хорошего нам полета! Наши планы на ближайшие месяцы. Мы планируем проехать всю Мексику от восточной части до западной за 3-4 месяца. То есть от полуострова Юкатан до
северо-западной части Баха, Калифорния. Надеемся, что в процессе этого путешествия через Мексику мы все-таки дождемся нашей визы в США, и тогда мы двинем дальше. Хочу сказать пару слов о нашей дороге из Белоруссии до Мексики, про границы. На первой границе в Литве, в принципе, было все нормально, не было никаких очередей, было спокойно. Приехал наш большой пассажирский автобус, все быстро прошли. Это что касается белорусской стороны. А в Литве всем сказали, что нельзя провозить никакие продукты вообще. Но, тем не менее, у нас был с собой килограмм белорусских конфет, которые мы успешно провезли. И теперь наслаждаемся сладостями домашними. Следующая граница была уже в Германии. Из Вильнюса мы прилетели в Нюрнберг. И примерно на неделю остались в Германии. Ездили по всяким городкам, смотрели, снимали. А затем вылет наш был из Франкфурта. Мы приехали во Франкфурт, сделали чек-ин без проблем. После этого мы хотели зарегистрировать несколько наших вещей и получить такс-фри. Зайдя на таможню, таможник посмотрел на вещи и говорит: я должен их проверить. И исчез минут на 15. После этого, когда он пришел, сказал, что по правилам из-за санкций он не может нам вернуть эти вещи, если бы мы летели напрямую в Беларусь, ну, либо через третью страну. А так как мы летим в Мексику и надолго, а об этом ничего не написано в правилах, то он закрывает глаза и возвращает нам вещи и ставит печать для возврата НДС. Вот, что для нас было очень неприятно, могло бы закончиться, но тем не менее мы прошли и уже думали, что все хорошо, а когда садились в самолет, выстроилась очередь на скан билетов, и один сотрудник проходил, всех проверял еще дополнительно. Подойдя к нам, он посмотрел, что у нас у Оли есть виза в Шенген и что ей не нужна мексиканская виза. Вот, и вроде бы успокоился, но когда мы подошли уже к скану билетов, он подбежал и шепчет сотруднику, коллеге своему: проверь у них обратный билет, есть ли у них обратный билет. Тот: давай проверять. И такой: у них нет обратного билета, что делать? И у них такая зависон, пауза. Я их разбавил, говорю: спокойно, ребята, это у нас и есть обратный билет. Так как мы оттуда прилетели, летим обратно, ну и рассказал всю историю про наш автобус, что у нас там показал документы. И они так вроде бы успокоились, но напряженным взглядом проводили все-таки нас до автобуса. Вот. Затем мы сели в самолет и уже долетели до сюда. В Канкуне на границе тоже были вопросы. Нас задержали минут на 15. Но мы тоже с ними разобрались. Я им тоже самое все объяснил. И Оле дали 5-месячную визу в Мексике, а мне 6 месяцев. Стандарт. Нас встретил хозяин стоянки, отвез к автобусу. С автобусом все хорошо было. На утро он нам посоветовал, где можно его отремонтировать, так как мы привезли много запчастей. И вот уже третий день мы движемся по полуострову Юкатан в западную сторону. Нас ждет еще много различных приключений, целая огромная страна со своей историей. И мы очень ждем этой встречи и постараемся вам донести то, что мы увидим. Итак, друзья, вперед! Мексика – красивая страна. Те вещи, которые мы купили в Германии, поместились удачно в наш чемодан. Был перевес небольшой, килограмма 4-5, но мы его компенсировали при помощи ноги. Когда чемодан ставишь, то снизу поддерживаешь его немножко ногой, и вес становится приятный. По поводу номеров. Те, кто смотрел предыдущий выпуск, знают, что нас перед самым отъездом пытались оштрафовать полиция и открутила задний номер. И мы улетели. В Германии я заказал новый номер, прилетели, поставили, едем.
посмотрим, насколько работает хорошо мексиканская полиция. Будут ли у нас проблемы из-за этого или нет. Но штраф, который они нам озвучили первоначально, меня как-то немножко напряг. 150 евро мы не готовы отдавать, поэтому решили ехать так дальше. В этом месте мы остановились на нашу очередную ночевку в забытом временем кемпинге, когда-то бывшей базой отдыха, теперь скрытой в густых джунглях на берегу загадочных озер и полуболот. В этих местах, под покровом темноты, может бесшумно появиться ягуар, как дух леса, хищник и хранитель этой дикой природы. The roads were drawn like something certain. Every turn laid out so clear. Felt like love, looked like forever, but I fear. На утро первым делом мы отправились ремонтировать машину. Что, друзья, меняем рулевые тяги с обоих сторон. Одна уже готова, сейчас вторую будем ставить. На той и на старой все проржавело здесь, и она уже требовала замену. После замены рулевых тяг необходимо было сделать развал схождения. К счастью для нас, первоначальный диагноз на Мерседесе не подтвердился, и заменять дорогостоящую рулевую рейку не пришлось. Благодаря этому нам удалось сэкономить как минимум 1500 евро, а вместе с этим и нервы. Для нашей чудо-сковородки в Германии мы купили специальный силиконовый вкладыш. И используем первый раз, пробуем, как оно. Итак, пирог у нас готов. Вот такой золотистый получился. Ну-ка, смотрим. О, так он хорошо, легко. запекся. Классно. И это почти чистое осталось силикон. Главное, что вот эту мыть не надо, железяку. Да, еще мы сварили чай масала. Его мы покажем, как мы варили чуть позже. В следующий раз. Разрезайте калачик. О, Отлично. с изюмом. Пропеклось. Лимонный кекс с изюмом. Лимонный. Следующая наша ночевка была в городе Бакалар, расположенном на лагуне 7 цветов. Это озеро получило свое название благодаря удивительным оттенкам воды. Уникальность Бакалара заключается в том, что в самом озере находится несколько сенотов, что делает это место особенно привлекательным для туристов. Итак, друзья, мы решили сделать смузи. Смузи из арбуза, манго. Арбуз сделали, теперь добавляем туда манго. Мы засунули манго и теперь его будем... Манго с арбузом. Небольшой брызг от лимончика, штрих такой. И все, можно пить. Ну что, ребята, мы угадали со вкусом. Получилось классное сочетание арбуз и манго. Можно немножко лимончика добавить, а можно и без. Прямо обалденно. Да, Оленька? Очень вкусно. Друзья, мы вчера выехали из региона Юкатан и попали в следующий Кампече. Проехав буквально 50 километров, мы свернули с главной дороги и углубились в джунгли на 30 километров. Здесь находится небольшое поселение майя, которое абсолютно не посещается туристами. В приложении Overlander я обнаружил точку по пути, где, в принципе, можно было бы переночевать и заодно посмотреть это небольшое поселение. Мы остались здесь на ночевку, в глубоких джунглях, было немножко жутковато, но, в принципе, сейчас утро, вы слышите рев обезьян и пение птиц. Мы пойдем посмотрим, что это такое, что за поселение, как оно выглядит. Оно небольшое, буквально там несколько строений. Вперед! Heart filled with worries, no more. In
внутри ничего, конечно, не оставили нам, потомкам. Поэтому довольствуемся камнями. Эта кладка камней, конечно, не идет никакое сравнение то, что мы видели в Перу. Инки строили при помощи каких-то неземных технологий. Это четко прослеживается по тем камням. Вы можете посмотреть наше видео про Перу. Это явно неземные технологии, потому что видно. Мы прошли поселение, увидели тропинку и углубились по ней в джунгли. Был слышен рев обезьян-ревунов. Мы надеялись их найти, но не обнаружили, только слышали. Им тут живется привольно, потому что увидели много фруктовых деревьев, плодами которых они питаются. Но больше никого не увидели. Писали в комментариях, что и туканы есть, и попугаи, и тапиры. Да. Нам не повезло. Ну что, мы посетили это поселение Майя. Оно небольшое. В принципе, конечно, оно было гораздо больше. Много разрушенных уже груд камней в джунглях лежат. Но то, что осталось, мы увидели. В принципе, если мимо проезжаешь, то заехать стоит. Прикольное место. Проехав от предыдущего места буквально 80 километров, мы нашли еще одну деревушку майя в джунглях. Здесь можно увидеть фрески, которые находятся внутри пирамиды. Сейчас я пройду дальше и посмотрим, как это выглядит. К сожалению, в эти места можно проехать только в сухой период, когда дороги сухие и машина спокойно проезжает. Если это будет сезон дождей, то проехать сюда практически невозможно, либо нужен хороший вездеход. Здесь небольшой проход и попадаем на площадь, которая окружается с двух сторон пирамидами. С третьей стороны тоже, видать, пирамида, но она заросшая, не раскопанная. Пирамида довольно внушительных размеров. Конечно, уже полуразрушенная, но тем не менее еще не совсем развалившаяся. Как можно видеть, за несколько веков природа берет свое. Сквозь камни прорастают деревья. Вход в это место сбоку пирамиды. Он закрывается, но нам дали ключик. Попадаем вовнутрь пирамиды. Можно видеть вот такие фрески. Имеется вход дальше вовнутрь. Очень интересно. Здесь можно увидеть ягуара стилизованного. Заказал в Германии вот такой вот чай масала. Варим его уже вторую неделю. Очень понравился. Классный состав. Буквально пару ложек на несколько чашек. 2 мы выпьем, а остальное все в термос. И сейчас вот 2 минуты он варится, и потом добавляем молоко. Еще пару минут, и потом настаивается. Итак, наш масала чай готов. Вот такой он получился. Темненький. Очень согревающий. Пряный. Очень пряный, вкусный. Это наши 2 вентилятора, которые нам помогают скрасить наши горячие, жаркие дни. Особенно ночью. Ценная вещь здесь, незаменимая. Спасибо всем, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы продолжаем наше путешествие по Мексике.